Welcome to San Francisco. The local time is 9:20. We'll be taxiing. Мы вчера приехали в Сан-Франциско, сейчас находимся на Пауэлл-стрит. Планируем здесь провести несколько дней и после этого взять машину и отправиться в Йосемити парк. Откуда дальше мы планируем ехать через долину смерти, Death Valley, до Лас-Вегаса. Я планировал этот маршрут еще давно, и сейчас, когда позади уже Нью-Йорк и Чикаго, мне кажется это более реальным, потому что до этого мне казался этот план довольно-таки амбициозным. Проехать кучу городов, проехать через национальные парки. Здесь всего до Лас-Вегаса ехать через все парки где-то 1000 километров. Я думаю, все реально. Мы проехали за Golden Gate Bridge на Vista Point. Правда, автобусная остановка оказалась немножко дальше Vista Point, поэтому мы сейчас пройдемся. Здесь, короче, нереальный ветер. Я не знаю, слышно ли что-то вообще, потому что ветер, дорога шумит. Вот, но при этом туристы себе спокойно тулят на велосипедах. Футболках! Сегодня что-то около 16 градусов. Возможно, сейчас теплее, градусов 18. Но ветер нереально пронизывающий. Нам буквально осталось еще 100 метров, и мы на месте. Дроны возле моста Golden Gate запрещены. Это облом. Планируем перейти на противоположную сторону от моста. Там должен быть неплохой вид и на мост, и на залив. Но на дронах летать запрещено. Стрёмненький такой проход под мостом. Когда машины проезжают, прям такой грохот стоит. А вот здесь уже красивенько. И теперь нам порядка 1,5 мили топать наверх. Одна радость, что может хоть согреемся. Не, ну 1,5 мили это всего лишь 2 километра. 2 километра в гору мы что, не поднимемся? Осталось совсем чуть-чуть, мы уже почти наверху. Круто, видно и весь залив, видно Сан-Франциско, видно чуть-чуть Golden Gate Bridge. Но я думаю, что будет его лучше видно, когда мы чуть спустимся по холму. Теперь у нас в планах вернуться по мосту назад в город и выпить кофе, потому что здесь реально холодно. Водитель автобуса, на котором мы ехали сюда, рассказал о том, что он каждый день ездит по этой дороге и каждый день видит, как с людей ветер сносит шляпы, шапки, кепки и просто уносит с моста. Вот, либо в океан, либо вот они вот так вот застроят прямо на мосту. Это вот здесь. Ну, типа так действует в реальности.
пока мы дошли от Golden Gate Bridge куда-либо в людное место. Проголодались, поэтому решили съесть по бургеру. По небольшому, это мини-бургер. Это мини? Это мини. Ого. А как же выглядит И большой? еще круто дают огурчики и картошечку. Огурчики, кстати, бесплатно. Любое количество. Сейчас мы идем к одной из главных достопримечательностей пирса 39. Где самое большое количество народу? Правильно, вот там вот возле морских котиков. Котиков. Ой, там дерутся. А вот еще один популярный инстаграм-спот Llama Square и вид на дома, которые называются Painted Ladies. Я думаю, вы тоже не раз видели этот кадр. Такие себе обычные дома Сан-Франциско. Маленькие разноцветные домики, за которыми видно город, видно высотки. Сейчас он, конечно, немножко в дымке, но вид действительно классный. И мы тоже пришли сюда, чтобы сделать несколько фоток. На самом деле обычные себе такие дома жилые в Сан-Франциско. Здесь таких миллион, по-моему. Но это хороший пример того, как одна фотография может сделать хайп вокруг какого-то места, что теперь все приезжают и пытаются сделать такую же фотку, а то и лучше. Столько фотографов. И все пытаются сделать свое фото. Вон улица вниз, точно такие же красивые дома по всей улице можно найти. Просто за этими открывается вид на город. Вон затем тоже открывается. Да, но там же не высотки. Это уже не те дома, на фоне которых фоткаются, но тоже красиво. Так получилось, что следующую часть нашей поездки после Сан-Франциско я не до конца распланировал и еще даже не забронировал все отели. Завтра мы должны забрать машину из аэропорта, и план был такой, чтобы покататься здесь по местности, а потом ехать в Йосемити. Но, как оказалось, завтра еще в Йосемити будет погода довольно сносная, а послезавтра будет дико холодно. Сейчас уже в Сан-Франциско не очень тепло, поэтому мы планируем прикупить каких-то более теплых шмоток
и завтра отправиться в Йосемити, вместо того, чтобы ехать туда послезавтра. И, соответственно, раньше выехать в Лас-Вегас и раньше доехать до Лас-Вегаса. Таким образом, у нас получится больше дней на то, чтобы увидеть Гранд Каньон. В этом, в принципе, и есть прелесть того, когда у тебя не все распланировано, не все забронировано, ты можешь менять планы по ходу действия. В зависимости от погоды, от других условий. Окей. Что там? Конечно. Оп. Сюда погнали. Что там Весело. Вот такой вот классический трамвай Сан-Франциско, на самом деле не трамвай. Называется Cable Car. Наиболее точный перевод на русский — это тросовый вагончик, или вагончик, который ездит по тросу. Он приводится в движение при помощи троса, который проходит под землей и постоянно движется. Когда нужно привести вагончик в действие, оператор вагона просто-напросто цепляется за этот трос, и вагон движется. Когда нужно сделать остановку, он отцепляется от этого троса и тормозит. Поэтому называется Cable Car. И мы, кажется, приехали на нашу последнюю остановку. Okay, thank you. Yeah. В общем, опасненько. Проезд на таком трамвае стоит 7 баксов в одну сторону. Это делает его, наверное, самым дорогим видом транспорта, городского транспорта. Но при этом туристы с удовольствием платят эти деньги, потому что проехаться на таком вагончике, тем более вися вне вагона и глядя на город с такой перспективы, это как минимум прикольно. Лично для меня Сан-Франциско был бы, наверное, идеальным городом таким в Штатах, несмотря, конечно, на огромные цены, на жилье и вообще на все, на жизнь. Если бы одна маленькая такая проблемка, ну совсем маленькая, это наличие наркоманов и бездомных в центре города. Есть районы, в которых в этом плане все хорошо. Очень много районов таких спальных, где очень чисто, очень уютно и нет таких людей. Но вот в центре очень много фриков, наркоманов, людей с психическими расстройствами, которые просто ходят по улице. Они чаще всего не агрессивны, не нападают на людей. Но на самом деле становится неуютно, когда не очень хорошо пахнущий человек идет по улице и вытворяет какую-то фигню, и ты не знаешь, что ему взбредет в голову в следующий момент. Не считая этого небольшого, но очень неприятного момента, город реально крутой.